Всем привет, драконята! Вы на канале Андроакрафт. Сегодня я бы хотела поговорить о Какоми, о персонаже, который будет сразу после баннера Баал, о персонаже, которого многие прозвали пятизвездочные барбары. В данном видео я хотела бы поделиться своими предположениями о том, каким на самом деле может выйти данный персонаж. Не буду задерживать, поехали! Какоми – божественная жрица острова Ватацуми. Судя по имеющейся официальной информации и предположениям игроков, она может стать очень сильным персонажем и даже открыть новую эру в топ-тир-листах в целом. Попрошу заметить, что под силой я подразумеваю не только ее урон, а в целом все аспекты, которые она с собой приносит. Мощное лечение, которое, скорее всего, выведет ее в топ-тир-листа среди хиллеров. Высокий урон, невероятно красивая и необычная анимация, эстетика персонажей и способности. А также тот факт, что она не требует много сил и ресурсов для выбивания подходящих артефактов. И чем больше я думаю о ее способностях, тем больше убеждаюсь, что у нее есть все шансы стать революционным героем, который покажет, каким может быть топ-тир персонаж. Не верите? Давайте порассуждаем. По моей предварительной оценке, она, скорее всего, сможет стать отличной рыбкой на роль главного ДПС со способностями к лечению, уступающими только Чичи. В целом лучший, по моему мнению, способ судить персонажа не по силе его атаки, а по тому, что полезного или нового он предлагает. Например, хоть Беннет и Синцю не могут вносить много урона, мы высоко оцениваем их как саппортов. Но начнем с того, что мы можем увидеть невооруженными глазами. Эстетика и дизайн Какоми, по крайней мере, по моему мнению, просто прекрасен. Хотя, думаю, по данному пункту многие могут со мной согласиться. Все в ней, начиная от анимации, заканчивая костюмом и прической, все поддерживает тематику морской фауны и флоры. Интересный факт. Даже имя Сангономия Какоми в переводе поддерживает эту тематику. Какоми значит «сердце моря», Санга – коралл, а Мия – храм или святилище. Вместе Сангономия – это коралловый дворец или храм. Смотря на нее, понимаешь, она фея-русалка. В образе преобладают пастельные нежные цвета, но все еще находится место более темному синему, которое создает контраст и не дает всей фигуре стать бледной и невзрачной. Выбрав героя только по силе его атаки, ты вскоре можешь от него устать. То, насколько герой нравится тебе внешне, очень важный аспект. Анимации Какоми плавные, не очень медленные и не очень быстрые, так что для того, чтобы утомиться от них, понадобится в разы больше времени. К тому же то, насколько персонаж вам нравится со стороны эстетики, характера и сюжетки, является более важным, чем цифры, тем более, когда мы говорим об игре, в которой самый сложный контент при желании можно пройти кем угодно. Ну а теперь давайте перейдем к урону нашей надзумской рыбки. Основной урон она берет от бонуса гидроурона. Все ее важные характеристики урона и способности лечения увеличиваются в зависимости от ее максимального здоровья и бонуса хила. Это значит, чем больше ты лечишь, тем больше урона можешь наносить. Смотря на ее способности, так можно представить, каким непробиваемым танком с хорошим уроном она может стать. Помяните мои слова, она сможет наносить столько же урона, сколько наносит Хутао без элементальных реакций Кьюшки. И хотя у Хутао есть ее взрыв стихии, Какоми в противовес может лечить, вследствие чего не умирает, делает приличный урон, и для нее тебе не нужно выбивать суперредкие артефакты. Черт, или я с ума сошла, или она безумная. Она получает бонус к урону от ее максимального хп и бонуса лечения и к обычным атакам, и к Ешке, и к Юшке. Следовательно, тебе не придется жертвовать лечением, чтобы получить эту прибавку к силе. Интересный момент заключается в том, что сама идея персонажа с отличным уроном, основанным на максимальном хп, не должна быть нова для комьюнити. Та же Хутао получает бонус к урону в зависимости от ее максимального хп, и мы все прекрасно знаем, насколько положительно это на нее влияет. Максимальный урон Джун Ли повышается на 33% от его здоровья, и это мощно. Похоже, что многие зациклились на пассивке, уменьшающей шанс крита Какоми на 100%. В целом оно и понятно, хотя довольно недальновидно. Если посмотреть на это с другой стороны, урон Какоми не зависит от удачно выловленных артефактов на крит. Больше не нужно постоянно преследовать артефакты с критическим уроном и шансом критического урона. Никаких споров на тему того, что Михуё должны пофиксить криты, хотя они на самом деле должны бы это сделать. А получать артефакты на ХП довольно распространенное явление. И по итогу, вкладываясь в ее лечение, ты вкладываешься в ее силу атаки.
Эта сила не заперта под замками суперкрутых артефактов, так что получается, она довольно дружелюбна для начинающих и фри-то-плей игроков. Все, что нужно будет в артефактах, восстановление энергии, хп и проценты хп. И такое гораздо проще выбить, нежели арты на шанс крит урона и крит урон, которые вы бы обычно выбивали для мейн ДД. Я видела много роликов о том, что Какоми будет плохим персонажем. В лучшем случае люди говорили, что она как минимум странная, и только недавно начало появляться больше позитивных видео о ней. Обычно я не сравниваю персонажей, но здесь уже сделаю исключение. Держа в голове то, что я сказала выше, давайте сравним ее с Барбарой, Джин и Альбедо. Барбара может критовать и наносит больше урона, чем Какоми при тех же условиях, писали люди. Только при этом они забывают, что Барбаре для этого результата приходится абсолютно жертвовать лечением. У нее параметры увеличиваются от разных вещей. Хочешь лечить – увеличивай ХП. Хочешь наносить урон – увеличивай атаку. Тебе придется чем-то жертвовать. У Какоми же нет подобной проблемы. Барбаре приходится жертвовать лечением в пользу атаки. Тогда как Какоми действительно может быть танком с отличным уроном, который мог бы посоревноваться с уроном лучших ДПС персонажей, в то же время имея бешеный хил. Думаю, Джин даже больше подходит в сравнение с Какоми, нежели Барбара, потому что у Джин действует схожая механика. Прокачивая ее атаку, ты прокачиваешь и ее хил. Потому что эффективность ее лечения зависит от ее атаки, и максимально сильная Джин все еще максимально хилит всю команду. Альбедо же, наоборот, также страдает от необходимости выбирать, что прокачивать. Если увеличивать его атаку, он будет наносить хороший урон, но цветочек немного. Если прокачать защиту, его урон вне поля боя за счет цветка увеличится, но сам по себе он станет бить в разы слабее. Думая позитивно, можно сказать, что у тебя есть несколько вариантов, как играть за Альбедо, но в то же время это значит, что ты не можешь использовать все его возможности разом. Для фри-то-плей игрока нет ничего лучше, чем персонаж, который может предоставлять сразу несколько полезностей для команды, подходить сразу на несколько ролей в команде и не требовать редких артефактов на поздних этапах игры. Какоми вряд ли будет ваншотать боссов, но в то же время боссы не смогут прибить ее, пока она будет делать существенный урон на билде с процентом максимального хп и бонуса хила. Поскольку тебе не нужно волноваться о крит-уроне и крит-проценте, ты можешь сосредоточиться больше на восстановлении энергии и мастерстве стихии. Не поймите меня неправильно, у Какоми определенно могут быть проблемы с восстановлением энергии, но если вы сможете как-либо справиться с этой проблемой, не получается ли она непобедимой? У давних игроков, которые месяцами выбивали крутые артефакты, нету существенного преимущества перед уроном Какоми. Когда уже через неделю выйдет Какоми и будет наносить хороший урон без больших вложений, это будет не из-за идеальных артефактов. А представьте, что она сможет делать в течение действия Кьюшки с кольцом Синлин, создающим эффект пара. Какоми может быть не Ганьюй, как минимум потому, что она не Ганьюй. Но если мы учтем все, что она предлагает... Топ-тир лечения, урон высокого уровня в течение 10 секунд, фри-то-плей дружелюбная за счет упрощения добычи необходимых артефактов, неповторимый дизайн и анимации. Складывая все это, она получается невероятным персонажем. Но как выйдет на самом деле, мы узнаем уже совсем скоро. Лично я начала копить на эту рыбку после того, как увидела ее дизайн и фото. А потом, когда показали ее анимации и вкратце рассказали о ней, я поняла, что точно хочу ее как бы там ни было. Да ее описание почти точно будто под меня писали. Жемчужина мудрости, берегущий силы стратег домосед, гидра, спящий дракон. Плюс я еще и рыба по гороскопу, так что да. В любом случае, я желаю всем удачи в выбивании любимого вами героя. Для меня лично в этой игре каждый герой по-своему хорош. И мне будет интересно прочитать, кто вам нравится, на кого копите, а кого мейните. Комментарии всегда открыты. Я выпускаю другие видео по Геншину, прохождение игры по сюжетке, истории глаз бога разных персонажей и собираюсь выпускать больше контента в будущем. Если вам понравилось данное видео и вы хотите больше подобных роликов, не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну а с вами была Эндерлала, всем удачи и всем пока!